Всем привет! Вы находитесь на канале Виктора Поттера. Если без шуток, то я сегодня вдохновлен на какой-то позитив. В связи с тем, что сейчас происходит в Украине, в России, везде, я немного хочу отключиться от всего, потому что целую неделю я переживал внутри себя. Я не мог понять вообще, куда мы идем, что будет завтра, неизвестно, и с работой, и с деньгами, и с курсом доллара, и тому прочее. Мне просто надоело целую неделю сидеть в таком каком-то анабиозе, что ли. И немного хочу сбавить обороты, вернуться все-таки в реальность, в свою жизнь и отключиться от всего негативного, что сейчас происходит. Поэтому, если вы подумали, что мне стало пофигу или еще что-то, то вы ошибаетесь. Сейчас я готов просто улыбаться, радоваться жизни, радоваться, что я живой, что я могу проснуться и у меня будет небо, солнце над головой, и этого мне сейчас достаточно. Сегодняшний выпуск я хочу посвятить всем тем, кто устал от негатива. И не думаю, что какие-то философские мои умозаключения сегодня блеснут на экранах вашего телефона или, может быть, телевизора, кто меня смотрит с плазмой. Вы знаете прекрасно, что я очень активно ищу работу и буквально на днях ездил на стажировку, точнее на пробный день в магазин Williams & Oliver. Этот магазин, который специализируется на продаже кухонной утвари. Сковородки, чайники, блендеры, всякие формочки для выпекания, фарфор, фаянс и все в этом смысле. 4 часа я попробовал себя в качестве продавца-консультанта, вообще не зная ничего о продукте, который я продаю, потому что там действительно огромное количество всего. Учить, я не знаю, месяца 2-3 точно. Что из чего состоит, что с чем идет, какая штучка как называется. Полностью женский коллектив и в принципе неплохой, но очень много нюансов. Как я понял, магазин редко выполняет план, а это прямым образом действует на твой заработок. Ну и в связи с такой ситуацией, которая сейчас в мире, ну и плюс еще коронавирус, о котором, в принципе, многие позабыли за эту-то неделю, выручки падают, и практически невозможно выполнить план магазина. С чем я согласен, и я все это понимаю прекрасно. Когда мне озвучили в конечном счете зарплату, которую, возможно, я буду получать, я понял, что зачем я здесь стою. Действительно, 40 тысяч. Почти 2 раза в неделю нужно оставаться, принимать поставку, и это все происходит после закрытия магазина, и это не оплачивается. То есть, если ты принимаешь поставку после часа ночи, то до дома ты будешь добираться сам. Компания не оплачивает даже такси. Мне это не понравилось, и я так смотрю на это, и говорю, как это продавец-консультант после закрытия магазина сидит и ждет, пока ему привезут товар? Да. И так они делают по очереди. Кладовщика нет. Короче, мои впечатления. Лучше я пойду опять в магазин одежды. Вот так. Многие из вас, наверное, подумали, что я ищу работу, которая, в принципе, вообще не существует на нашем земном шаре. Что я слишком привередливый и вижу везде минусы. Таким образом, я никогда ничего не найду. Но уверяю вас, что это не так, я просто вижу, с чем мне приходится сталкиваться или придется столкнуться в своем будущем. И определяя эти риски, я понимаю, стоит ли мне тратить свое время и идти вот на то, что мне предлагают. Когда у тебя безвыходная ситуация и нет денег, то да, ты там отключаешь мозг, тебе уже наплевать, сколько тебе платят, главное, чтобы платили, и все равно, что ты там будешь пахать частично даже и бесплатно. Но за свою жизнь я сталкивался с разными работодателями. И не всегда мне на них везло. С возрастом и с промежутком какого-то времени я начал ценить себя, свои качества, свое время, свою жизнь. И чаша весов, когда я принимаю какое-то решение, перевешивает именно в комфортные хотя бы условия работы. В большинстве своем мы все рабы, я это прекрасно понимаю. Но сейчас, в данный промежуток моей жизни, я очень хочу найти то место, где мне действительно будет комфортно. Где я буду понимать, за что я работаю. Куда я буду ходить, ненавидя всех и все. Я знаю, что это очень сложно найти такое место. Но я не сдаюсь, я ищу, я звоню, я езжу на собеседование. Я не теряю какого-то оптимизма и позитива. И когда приезжаю на общение с руководством, пытаюсь сразу все
вычислить, задать вопросы, которые действительно лично мне важны. И, к сожалению, в последнее время я сталкиваюсь вообще с некомпетентными людьми. Даже по телефону меня могут послать. Послать в соседний отдел, а не именно туда, куда бы мне хотелось попасть. Люди встречаются абсолютно разные, и меня это даже веселит иногда. Когда по телефону с той стороны трубки человек говорит: «Сколько вам лет? А что вы тут делаете? До свидания». Или, к примеру: «Вы понимаете, что у нас женский коллектив, а вам нужен мужской? Давайте я вам подберу вакансию в алкогольном отделе». Зачем мне алкогольный отдел, если я звоню именно по конкретной специальности? И именно в конкретную сферу деятельности? Непонятно. Ну или, к примеру, когда я звоню и говорю, что я готов уже все приехать к вам, давайте пообщаемся, я увижу вас, вы на меня посмотрите, оцените вообще, адекватный я или нет. Человек говорит, что «А какую вы зарплату рассчитываете?» Я отвечаю: «Ну у вас же указано там 45-50». «А нет, это до вычета, вы будете получать 39 600. Вам, молодой человек, с вашими запросами, к сожалению, придется отказать. Всего доброго». Человек даже не удосужился ничего объяснить, пообщаться нормально со мной. Может быть, я и согласился на 39 600. Очень много некомпетентности, очень много людей, которые вообще не должны быть в той сфере, в которой они находятся. Я частенько с этим сталкиваюсь. Эта неделя у меня, правда, разъездная, где я только в Москве не был, в каких-то переулках, закоулках. То надо найти одну компанию, то другую. Кто-то даже до сих пор просит ПЦР-тест, и ты делаешь его за свои деньги, иначе тебя просто не впустят в столовую и не покажут тебе твое место работы. И об этом говорят даже не по телефону, а когда ты приезжаешь, потратив время и деньги, тебе говорят: «А мы не можем вас пустить, у вас нет ПЦР-теста». Почему мне не могли сказать об этом сразу по телефону? Непонятно. Конечно, мне очень обидно, что многие люди не хотят видеть в будущем сотруднике какого-то действительно человека, который может привнести в компанию, не знаю, там, хорошую атмосферу или, к примеру, обрасти постоянными клиентами, покупателями. Все как-то смотрится сверху вниз, и иногда, когда ты общаешься с менеджером по подбору персонала, ощущение, что ты общаешься с человеком, который закончил 5 классов, попал каким-то образом в организацию и у которого выросла на голове корона. Но мне интересно все-таки понимать, в каком мире я живу, и интересно с вами делиться своей жизнью. Немногие, конечно, на моем месте бы стали рассказывать о том, как они ищут работу, и выкладывать это на YouTube. Но, честно сказать, мне терять нечего, и моя жизнь такая, какая она есть. С помощью своего канала я не падаю духом, не ухожу в депрессию и вообще остаюсь на каком-то уровне оптимизма. Ну и помимо Ютуба, конечно, у меня есть друг Андрей, который всегда меня поддерживает, мои близкие друзья и оставшиеся родственники. Их, к сожалению, мало. Короче, сегодня еще пойду в поликлинику вечером, посмотрю, что там с анализами. Я сдал кровь и мочу. Надо уточнить, что происходит с организмом, потому что тоже какие-то сбои я наблюдаю. Ребят, и что бы ни происходило сейчас в мире, пожалуйста, не паникуйте. Не забывайте, что вы сейчас живете, и не отключайтесь от своей жизни, не уходите полностью в политику. Вот так. Вперед из песни. Давайте обсудим, что у меня есть сладенькое. Есть птичья песня, нежное суфле со вкусом ванили. Мне вообще не понравилось. Дальше есть вот такая конфетка. Lucky Days. Помадка в глазури. Ну, тоже не особо понравилось. Есть батончик Road Front. Вот это да. Вот это вот я люблю, конечно. Ну и, конечно, Нутелла. Кто любит шоколадную пасту? Сегодня буду готовить куриное филе. Еще не знаю с чем. Хочу запечь с сырком, еще с чем-нибудь. Отварить брокколи. Короче, такой легкий ужин. На улице очень мало людей, я смотрю. Даже выходные, почти никто не гулял с детьми. Видимо, это все политическая сейчас атмосфера. Я начинаю уже отходить от вот этого всего ажиотажа и паники. Чувствую себя уже поспокойнее. Надо стричься. Надо приводить как-то себя в более-менее нормальный видок. Еще по поводу аватарки думаю, какой день, может быть, мне перестать делать превьюшки. Вот это вот на розовом фоне, текст белыми буквами и какая-нибудь фотка моя. Я думаю, просто, может, кадры из видео делать, и как многие делают блогеры. Они не делают даже превьюшки, просто вот кадры из видео и все. Просто по поводу аватарки я прям заморачиваюсь, продумываю текст, не знаю, менять нет. Все, еду в поликлинику, узнаю, что там.
по анализам. Удачи мне! Сегодня, когда ездил на собеседование, ходил без шапки. Все, тепло. Я надеюсь, весна пришла. Ведь все-таки сегодня 1 марта. Снимаю заранее. Солнце греет, от него тепло. Так, ну что, поздравьте меня, анализы нормальные, все в пределах нормы. И кровь, и мои саки вонючие, все хорошо. Вышел из кабинета, просто вдохновившись своей жизнью. Советую всем проверяться, хотя бы раз в полгода сдавать кровь. Знать все о себе, о своем здоровье. Вот. Надеюсь, у вас все хорошо. Идем домой. Только зашел с улицы, погода просто офигительная, весна, надеюсь, пришла к нам надолго. Когда получил результаты у терапевта, что все нормально с моими анализами, в меня как будто вселилась жизнь, я окрылен, вылетел из кабинета и бегом на улицу радовать всех своей улыбкой. Как же все-таки вдохновляет новость, когда с твоим организмом все нормально. Пока шел до дома, вспомнил, что оказывается масленичная неделя. Ребят, всех поздравляю, пеките блины. Я вот сейчас взял кефир, сейчас испеку тоненькие блинчики с вареной сгущеночкой, то, что мне нужно в данный момент. Это просто моя слабость. Спасибо большое всем, кто досмотрел это видео до конца. Пожалуйста, ребят, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Таким образом вы меня очень поддерживаете. И прошу каждого из вас, какие бы новости нам в дом не приходили, не паникуйте. Все обязательно наладится, все будет хорошо. Я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю. Увидимся с вами совсем скоро. И, кстати, в субботу у Андрея день рождения, и если вы хотите его поздравить, пишите поздравлялки в комментариях, он обязательно их прочтет, ему будет очень приятно. Всем пока!